4 июня Армения и Соединенные Штаты окончательно закрепили рамочное соглашение по проекту TRIP, которое было предварительно подписано 26 мая в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении. МИД опубликовал видеозапись, на которой министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ставит свою подпись под документом. Дорогие граждане, несколько секунд назад у вас на глазах я подписал рамочное соглашение Соединенные Штаты Америки, Республика Армения по проекту TRIP. Вы помните, что несколько дней назад оно было предварительно подписано мной и госсекретарем США Марко Рубио в ходе его визита в Армению. И вот госсекретарь Рубио поставил свою подпись под соглашением, документ был направлен в Армению, и теперь я также поставил подпись от армянской стороны. Таким образом, процесс дистанционного подписания завершен, и соглашение готово к ратификации, заявил Арарат Мирзоян. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о подписании соглашения по проекту TRIP и объявил о завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его словам, данный маршрут предоставит обеим странам, и в особенности Армении, исключительные экономические возможности на основе их суверенитета, что, по его оценке, и знаменует собой завершение конфликта. Как сообщает Арменпресс, Рубио заявил об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен. И не просто завершен, а урегулирован соглашением. Меморандумом о взаимопонимании, который я подписал вчера, из которого начинается новый путь к процветанию. Речь идет о TRIP, который создает исключительные возможности для обеих стран и особенно для Армении, при этом уважая суверенитет страны, чтобы они могли действительно извлечь из него выгоду, заявил госсекретарь США. На этом фоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого осудила введенные Россией торговые ограничения, назвав их экономическим принуждением, и подчеркнув, что подобная практика является недопустимой. Она заверила, что Европа полностью поддерживает Ереван и уже разрабатывает для Армении специальный пакет помощи. Европейский Союз готовит пакет срочной помощи Армении в размере 50 миллионов евро в связи с экспортными ограничениями со стороны Российской Федерации. По словам Урсулы фон дер Ляйен, пакет помощи включает немедленную финансовую поддержку на сумму более 50 миллионов евро. Сообщается, что уже завтра в Латвию прибудет партия из 10 тысяч цветов, за которой последуют и другие поставки. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что Ереван ведет переговоры с отдельными партнерами о предоставлении таможенных льгот для армянских товаров при их импорте на новые рынки. По его словам, это позволит отечественным производителям выйти на новые направления экспорта и в дальнейшем обеспечить более регулярные и стабильные поставки. Параллельно в России прозвучали жесткие заявления в адрес Армении. Вице-премьер России Алексей Аверчук заявил, что Москва может пересмотреть поддержку Армении по линии ЕАЭС в случае победы проевропейских сил на парламентских выборах. Надо посмотреть, кто выиграет, и потом уже принимать меры. Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском Союзе, который готовится к войне с Россией. Зачем нам давать деньги тем, кто, может быть, завтра будет воевать с нами? Подчеркнул Аверчук. Мы даже не будем комментировать данное заявление Аверчука, поскольку мы не являемся докторами психиатрической больницы. На фоне ограничений и запретов со стороны России на ввоз в Россию ряда армянских продуктов, Европейский Союз заявил о готовности оказать Армении дополнительную поддержку. В ходе встречи с армянскими экспортерами посол Европейского Союза в Армении Василис Марагос сообщил, что 4 июня ожидаются важные встречи и телефонные разговоры, по итогам которых будут объявлены дополнительные меры поддержки. Сегодня состоятся важные встречи, будут телефонные разговоры, в
в том числе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего мы объявим о конкретных дополнительных мерах поддержки Армении, отметил он. По его словам, цель встречи с армянскими экспортерами и бизнесменами заключается в том, чтобы выслушать их предложения о том, как ЕС может помочь в диверсификации экспортных рынков. Посол напомнил, что Европейский Союз уже реализовал множество программ поддержки частного сектора Армении и намерен продолжать эту работу. Мы здесь не для того, чтобы заменить правительство. Мы продолжаем то, что уже начали вместе, подчеркнул Марагос. При этом многие не обращают внимания на процессы, которые сегодня происходят внутри самого Европейского Союза. Речь идет уже не просто о расширении ЕС, а об изменении самих правил этого процесса, о чем подробно пишет Deutsche Welle. Если раньше действовала логика «сначала членство, потом преимущество», то сегодня все чаще обсуждается обратная модель, при которой сначала предлагается частичная интеграция в европейские механизмы, а уже затем полноценное членство. Это предполагает доступ к отдельным секторам европейского рынка еще до вступления, подключение к инвестиционным и инфраструктурным фондам, участие в технологических и научных программах, более глубокую интеграцию в образовательные проекты, расширение сотрудничества в сфере безопасности, а также поэтапное подключение к отдельным институтам и механизмам принятия решений. Фактически речь идет о том, что страна может начать получать значительную часть преимуществ членства еще до его формального оформления. Именно поэтому можно считать, что ключевым событием для Армении сегодня является даже не будущая заявка на вступление в ЕС, а появление новых механизмов интеграции, которые Европа формирует прямо сейчас, и Армения вполне может оказаться одной из первых стран, воспользовавшихся этими возможностями. Украина, Молдова и другие государства фактически вынуждают Европейский Союз пересматривать старые подходы. Мир же меняется, и Европа адаптируется к новой реальности. Еще несколько лет назад трудно было представить, что европейская бюрократия способна на столь быстрые изменения, однако текущая ситуация, по всей видимости, заставляет ее действовать иначе. Если бы не нервная реакция России и резкая риторика последних месяцев, можно было бы предположить, что Армения подаст заявку на вступление в ЕС ближе к концу года, однако сейчас создается ощущение, что после выборов эти процессы могут пойти значительно быстрее. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.